Привет! Вы на канале Усадьбы Вегетарианцы, и с вами снова Анастасия. Сегодня я хочу показать, как продвигается строительство усадьбы, ну и что изменилось за 8 месяцев, пока я не снимала ролики. Доделала я, наконец, навес. У него теперь двускатная крыша. Возвышается триколор над навесом. Здесь стоит трактор, машина. Ну, нужно еще зашить фронтоны, но я не успела это сделать. Здесь у меня лежат обрезки USB. Как-то резко в ноябре выпал снег, все засыпал. Но ничего, главное, что крыша уже есть. Сейчас я покажу, как внутри. Вот у нас стальные кони. Закрываю я частично трактор, поскольку снег сюда попадает. Ну вот, чистила снег, все колеса в снегу. Здесь солнечные панели. 4 штуки буду устанавливать в этом году. Каждая на 280 ватт, то есть уже киловатт 100. Ну и на заднем фоне, как обычно, беспорядок. Все нужные вещи. Этот оранжевый агрегат с корзиной наверху — это молотилка для зерна. Я ей пользовалась в прошлом году, но работает она здорово. Единственное, что я отмолотила где-то 4 мешка, очень неудобно. Ее надо ставить на поле и молотить уже овес на поле. Работает она здорово. Где-то один мешок, по-моему, за 20 минут у меня получалось. Вот. Но неудобно. Я кашу зерно, вожу с поля, потом здесь обмолачиваю и обратно солому отвожу. В общем, в этом году будет немножко по-другому. Давайте сейчас я покажу вот этот объект. Это супер вольер, я его называю зимник. Это строение у нас для собак, потому что у меня у собак до сих пор не было будок. И вот я решила такое соорудить. У него ширина 2,4, длина 5 метров, то есть он в транспортном габарите. Если мне захочется потом манипулятором куда-то перенести, я это сделаю с легкостью. А сейчас я решила вообще все свои строения стараться делать мобильными. Потому что усадьба строится, и если мне через 2 года захочется какой-то здесь сделать перестановку, это будет сделать очень легко. Вот у нас здесь Лесси. Про Лесси мы расскажем чуть попозже. Показывай, Лесси. Показывай жилье. Вот здесь таких 5 будок. Вот девочки демонстрируют. 5 будок утепленных. Снаружи и изнутри у нас USB. И утеплитель 5 сантиметров пенопласта. Все швы пропенены. То есть очень тепло. Вот такое вот жилище. Ну и одну будку я сделала со шторками. Сначала было 2 будки со шторками, но собаки этим делом не пользуются. Только одна у меня собака залезает здесь. Ой. Поэтому я у одной будки шторки сняла, и вот осталась одна. Еще мне пришлось в этом году перекрывать крышу. Я, конечно, знала, что утепленные крыши нельзя делать без вентзазора. Я думала, что это правило для всех, но не для меня. И в холодное время года, зимой, когда изнутри печка жарит, с внутренней поверхности профнастила образуется конденсат, соответственно, намокает утеплитель, большая влажность, все это потом начинает пахнуть. Ну, короче говоря, я сняла профнастил, положила 2 слоя поперек из досок, 2,5 сантиметров толщиной, ну и заново потом покрыла профнастилом. Сейчас все идеально. Вот. И начала обшивать этот сарай.
потому что оставлять USB тоже плохо, он тоже намокает, утеплитель портится. В общем, обшиваю профнастилом, пока только сделала из всего фасада лицевую сторону и немножко боковинку. Вот, немножко из боковой стороны. Вот. Ну, все не доделано, но ничего, постепенно все доделаем. Но в дальнейшем, конечно, у меня планы на этот сарай сделать из него несколько мобильных сараев. Потому что одно большое строение, ну, все это неудобно, громоздкое и неудобно. Сейчас у меня немножко другая концепция. Так. Ну, напротив сарая я сделала 2 бытовки. Ну, как видите, они опять недоделанные, потому что невозможно, конечно, все и сразу сделать. Вот эту бытовку я уже обшивать начала. Она у меня для хранения зерна, ну и всяких нужных вещей. Но в основном я ее делала для зерна. Там стоит зерно, овес для коз, запас до лета. И всякая всячина. В общем. И левая бытовка. Они тоже все в транспортном габарите. 2,4 на 6. Высота у них 2,5. Вот. Единственное, что неправильно я их сделала, скат у них общий. Ну, я это делала с той точки зрения, чтобы вода стекала, не стекала на забор. Вот так. А сейчас, я думаю, надо было мне их поставить зеркально. И тогда я могла бы сделать кормушки. Вот здесь вот. В пространстве между 2 бытовок могла бы сделать кормушки для коз. Ну, ладно, это все мы придумаем. Кормушку можно сделать и с лицевой стороны, там справа. Вот. В левой бытовке у меня сено для коз хранится. Двери у этой бытовки пока нет, но ничего. Я откручиваю шуруповертом самореза, беру сено и снова закрываю. В дальнейшем я их, конечно, обошью, но они функционируют. Пользоваться ими можно, они не утеплены, никакой утеплитель там внутри не намокнет, не разбухнет, не испортится. Поэтому, когда будет время, тогда я обошью. Вот. И у нас появилась вторая территория. Вот. Наша вторая, это второй участок мой в деревне. Здесь 18 соток. Он узкий, но зато длинный, где-то 90 метров в длину. И вот здесь вот я думаю ставить дом. Вот как раз там, где молька, чуть подальше. То есть тогда я разделю территорию на 2 части. В первой части будут сельскохозяйственные, так сказать, животные. Ну и собаки, их охраняющие. Ну, а здесь будет дом, здесь будет... Вот сейчас мне коз придется выводить, потому что там есть немного деревьев, они их сейчас съедят. Этот забор я закончила делать только в середине января. Лунки под столбы сделал бензобором парень из соседней деревни. Вот. Ну, а я потом вставляла столбы, делала лаги деревянные и листы прикручивала. Из животных у нас все живы-здоровы, слава богу. Есть пополнение. Вот 2 щенули гончих. Лесси и Джесси. Лесси и Джесси. Им сейчас по 7 месяцев. Мне сказали, что гончие умнеют к 2 годам. Поэтому план такой: построить дом. Вот. После этого нужно будет строить птичник, потому что это плохо, что у меня куры сидят вместе с козами. Ветеринар сказал, 4 курицы еще ладно, но увеличивать поголовье нельзя, потому что есть опасность перекрестных заболеваний. Ну и как раз к тому времени, глядишь, девчонки подрастут, поумнеют и смогут охранять животинку. Почему еще гончие? У нас в этом году в деревне у одной семьи, там хорек или кто уже, неизвестно, порезал всех кур. Ну, такое часто встречается в деревнях. Так вот, я хочу путем создания
так сказать, естественной защиты как-то себя в этом плане, свое хозяйство обезопасить. Так что вот ждем, надеемся, пока у нас только в голове детство. Погрызть, поиграться, больше ничего не волнует. Но надеюсь, что когда подрастут, уже будут нести службу. Заюш, хорошо тебе? Ну вот вроде вкратце все наши новости. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.